Дорогие друзья, зрители, приглашаю вас связать вот такое нежнейшее и в то же время простое ленточное кружево. Кружево у нас с вами двустороннее, то есть красиво и интересно смотрится как с одной, так и с другой стороны, но оно асимметричное. И хочу обратить ваше внимание, видите, вот в кружеве образуются вот такие красивые, интересные отверстия, дырочки, в которые вы можете вставить будь то пояс, будь то ленту. Пишите в комментариях обязательно, мне очень нравятся ваши идеи, вы всегда подсказываете, где можно использовать и как можно использовать это кружево, как можно оформить изделие, можно верх, да, изделия сделать. То есть идей очень много и совершенно необычные есть комментарии по использованию различных шнурочков, кружева. Огромное вам спасибо. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, кто еще не подписался. Для работы я использую крючок 1,4. Пряжа у меня 100% мерсеризированный хлопок, 169 метров 50 граммов. И напоминаю, что в уроке я даю схему, выполненную моей студией. Начинаем выполнение нашей ленты с 4 воздушных петель. Очень внимательно. 1, 2, 3, 4. Выполнили. Далее выполняю накид на крючок и ввожу крючок в мою первую воздушную петлю и выполняю столбик с одним накидом. Выполнила. Далее я выполняю 22 воздушные петли и считаю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Я выполнила цепочку из 22 воздушных петель. Далее я выполняю 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Накид на крючок. И я буду вводить крючок в пятую петлю от крючка. Смотрите, отсчитываю. 1, 2, 3, 4. И вот моя пятая петля от крючка. Я ввожу крючок и выполняю столбик с накидом. Выполнили. И далее я в каждую воздушную буду выполнять столбики с накидом. Всего я должна выполнить 10 столбиков. Первый у меня готов. И я выполняю второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и последний 10 столбик. Сейчас мы немножко пряжу с вами поправим и продолжим. Напоминаю, мы выполнили 10 столбиков с одним накидом. И далее очень просто. Я выполняю 2 воздушные. 1, 2. Накид на крючок и в цепочке пропускаю 2 петли. 1, 2. В третью ввожу крючок и выполняю столбик с накидом. Далее 1, 2. И сейчас выполним с вами еще один столбик с накидом. Опять же пропускаем 2 петли и в третью. Столбик с накидом.
Раз, два, пропускаем раз, два и столбик с накидом. Выполнили. Далее очень внимательно у нас с вами раз, два, и вот видите, да, в цепочке у нас остается 2 петли, и мы выполняем накид на крючок, и теперь я вокруг столбика с накидом буду провязывать столбики с накидом. Всего я буду провязывать 7 столбиков с накидом. Раз, два, три, 4, 5. Видите, петелечка наша немножко оттянулась, мы ее подтягиваем. 6 и последний 7 столбик с одним накидом. Мы с вами выполнили 7 столбиков, и вот такая красота у нас с вами получилась. Мы выполнили первый ряд нашей ленты. Можем приступить к выполнению второго ряда. Мы продолжаем с вами работу и выполняем второй ряд нашей ленты. Я выполняю 3 воздушные петли подъема, работу разворачиваю, и теперь смотрите очень внимательно. На 3 воздушной я буду выполнять пико. Как я это делаю? Я выполняю 1, 2, 3 воздушные, ввожу крючок в 4 петлю от крючка. Это моя 3 воздушная петелечка подъема, и выполняю соединительную. Мое пико готово. И я продолжаю работу, выполняя 1 воздушную, накид. В вершинку следующего столбика ввожу крючок. Видите, да? И выполняю столбик с накидом. Далее над вершинкой столбика я буду выполнять пико из 3 воздушных. 1, 2, 3. Ввожу крючок и, видите, захватываю за 2 нити. И выполняю соединительную. Мое пико над столбиком с накидом готово. Я продолжаю работу и далее буду выполнять воздушные столбики, но уже без пико. Выполняем воздушную, накид, ввожу крючок в вершинку следующего столбика, столбик с накидом. Всего у меня должно получиться 3 таких столбика без пико. И я считаю: воздушная, это у меня был первый столбик, далее второй столбик, воздушная и 3 столбик без пико. Выполнили. Далее я выполняю воздушную. Смотрите, очень внимательно накид, и теперь пропускаю вершинку одного столбика, вершинку следующего ввожу крючок и выполняю столбик с накидом. И теперь над всеми воздушными вершинками столбиков я буду до моих вот столбиков буду провязывать столбики с накидом. И будем с вами считать. Первый у нас столбик готов, далее воздушную, второй столбик. Мы именно не под воздушное вяжем, а именно в петелечку вяжем, видите, да? Второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, не спешите, восьмой, девятый, десятый,
11, 12 и последний столбик с накидом. Видите, я в вершинку столбика вот первого из этой группы. Это у меня будет 13. Я выполнила все столбики. Далее очень внимательно я выполняю арочку из 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Накид на крючок. И я проверяю себя, я пропускаю вершинки. Всего я должна пропустить 8 вершинок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В 9-ю вершинку я ввожу крючок, выполняю столбик с накидом. Выполнила. И теперь я столбик с накидом еще выполню в 3-ю воздушную петелечку подъема. Или вот видите, воздушная петля, которая сразу идет после вершинки. Вот таким образом. Мы считаем, обязательно себя проверяем. Мой второй ряд моей ленты в технике ленточного кружева готов. Обращаю ваше внимание, что эти ряды не повторяются. Раппорт высоту у меня 4 ряда, и будет повторение идти с 3 по 6 ряд, то есть 3, 4, 5, 6 ряд уже у меня будут повторяться. Я это буду проговаривать неоднократно в процессе работы. И теперь мы приступаем к выполнению 3-го ряда. Это первый ряд раппорта в высоту. Начинаем выполнение 3-го ряда с 3 воздушных петелечек подъема. Работу разворачиваем. Накид на крючок и ввожу крючок. Вот первую вершинку пропускаю, следующую, да, видите, ввожу крючок, столбик с накидом. Далее все очень просто. Над каждой воздушной я выполняю столбики с накидом. И провязываю. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. 8 воздушных, 8 столбиков. Мы просто себя проверяем. Каждую воздушную, помню, да, мы выполнили по одному столбику. Далее я выполняю еще один столбик в вершинку столбика из моей вот этой группы. Выполнили. Далее я выполняю 2 воздушные, накид, пропускаю 2 вершинки и столбик с накидом. И так я выполняю и считаю, у меня должно получиться 4 столбика с накидом. То есть вот первый готов, да, далее опять 2 воздушные, 1, 2, в 3-ю, второй столбик с накидом, 2 воздушные, 1, 2, 1, 2, в 3-ю, 3-й и 1, 2, 1, 2, мой 4-й столбик с накидом. И мы себя проверяем. Видите, вот группа моих столбиков заканчивается. Я выполнила все верно. Мой, прошу прощения, 3-й ряд готов. Это первый ряд раппорта в высоту. И я могу приступить к выполнению уже 4-го ряда моего узора или моей ленты. Это будет 2-й ряд раппорта в высоту. Начинаем выполнение 4-го ряда с 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
выполнили арочку из 6 воздушных, работу развернули, накид на крючок, и вершинку моего столбика я ввожу крючок, выполняю столбик с накидом. Далее в каждую воздушную и вершинку я буду выполнять столбики с накидом, то есть все точно так же, вот как мы выполняли в этом ряду. Здесь все просто, просто внимательно, аккуратненько вы выполняете и считаете все наши столбики. Это у нас 3-й столбик, далее 4-й и так далее, пока мы не провяжем все наши столбики, включая вершинку этого столбика. Вы выполняете самостоятельно, я тоже выполню самостоятельно. Мы продолжаем выполнение нашего 4-го ряда. Напоминаю, мы выполнили с вами 13 столбиков с накидом. И теперь выполняем арочку из 8 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Накид на крючок. Я пропускаю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 вершинок. В 9-ю ввожу крючок. И выполняю столбик с накидом. И далее у меня столбик с накидом идет в воздушную петелечку подъема. Очень внимательно, не забывайте и не пропускайте. У вас должно получиться 2 столбика в конце. Это очень важно. И мы с вами завершили выполнение 4-го ряда. Это 2-й ряд раппорта в высоту. И мы можем приступить к выполнению 5-го ряда. Это 3-й ряд раппорта в высоту. 5-й ряд мы начинаем выполнять с 3 воздушных петель подъема. Работу разворачиваем, накид на крючок. Я пропускаю вершинку, в следующую ввожу крючок, столбик с накидом. И теперь в каждую воздушную петелечку я выполняю по одному столбику. Накид, я ввожу крючок и, естественно, выполняя в каждую воздушную, у меня должно получиться 8 столбиков. И я считаю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Выполнили в каждую воздушную по одному столбику. Далее мы выполняем столбик с накида, вершинку столбика, и выполняем вот такие воздушные и столбики с накидом, как выполняли вот в этом ряду. То есть именно часть ряда, да, у нас повторяется с вами. 2 воздушные, пропускаем 2 вершинки, столбик с накидом. 2 воздушные, пропускаем 2 вершинки, столбик с накидом. Напоминаю, что в уроке у меня есть схемка, выполненная в моей студии. Кому удобно, можете воспользоваться схемой. 2 воздушные, накид, 2 вершинки пропускаем и следующую вводим крючок, столбик с накидом. Мы с вами выполнили. И далее теперь под арочку из 6 воздушных петель я буду провязывать 11 столбиков с накидом. Накид на крючок и выполняю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и последний 11 столбик с накидом. Мы с вами выполнили 11 столбиков с накидом. И теперь смотрите, очень внимательно мы будем выполнять переход
то есть закрепим этот ряд и будем выполнять переход на следующий ряд. Следующий ряд у нас 6-й. Это 4-й ряд раппорта в высоту и последний ряд раппорта в высоту. Напоминаю, что раппорт в высоту у нас с вами 4 ряда. И теперь смотрите, как мы это делаем. Мы пропускаем воздушную, здесь просто очень внимательно, вершинку столбика, и под следующую воздушную я ввожу крючок и выполняю соединительную. Видите, ряд я закрепила. Далее я выполняю 2 воздушные, 1, 2. Смотрите, пропускаю вершинку столбика, воздушную и вершинку столбика, вот она у меня свободная, без пико, видите, да? Я выполняю соединительную. Работу разворачиваю и начинаю выполнение моего ряда с 1 воздушной петли. Далее накид на крючок. Смотрите, я пропускаю вершинку первого столбика очень внимательно. И в вершинку следующего столбика я ввожу крючок и выполняю столбик с накидом с пико. 1, 2, 3. И соединительная. Далее воздушная, и таких столбиков именно с пико я буду выполнять 6 штучек, 6 раз. Далее у меня 2-й столбик. Не спешите, главное. И соединительная, воздушная, накид и следующий столбик. 1, 2, 3. Воздушная и еще один столбик. Смотрите, это у нас с вами 3, это 4-й, 5-й, 'воздушная' и 6-й. Все столбики, напоминаю, мы выполняли с вами с пико из 3 воздушных. Я остановлюсь и посмотрим, что у нас получилось. Вот такая красота. И мы продолжим с вами. Далее я выполняю столбики без пико, то есть воздушная. И как помните, да, вот и ранее мы с вами выполним 3 столбика без пико. То есть 1-й столбик с накидом без пико, далее воздушная, 2-й столбик с накидом без пико, воздушная и 3-й столбик с накидом без пико. Выполнили. Далее очень внимательно воздушная. И теперь мы уже пропускаем вершинку столбика и в следующую только вершинку выполняем столбик с накидом, тоже без пико. Такая красота у нас получается. Далее мы с вами провязываем, как и ранее. То есть продолжаем работу и выполняем столбики с накидом. Всего вместе вот с этим столбиком, вспоминаем, да, у нас должно быть их 13. То есть мы провязываем и воздушные, и вершинки. И провязываем вершинку вот этого столбика. Всего должно получиться 13. Вы провязываете самостоятельно. Я тоже провяжу самостоятельно.
и продолжу работу вместе с вами. Я завершаю выполнение нашего 6-го ряда. Напоминаю, это 4-й ряд раппорта в высоту. Арочка из 8 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Накид на крючок. И пропустив 8 вершинок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В 9-ю я ввожу крючок. Выполняю столбик с накидом. И далее столбик с накидом в воздушную петелечку подъема. Не забываем, внимательно очень. И смотрим, что у нас получилось. Напоминаю, лента очень просто вяжется. Раппорт в высоту у нас с вами 4 ряда. Это 3, 4, 5 и 6. Они повторяются, и вы повторяете их на необходимую вам высоту. Просто будьте внимательны. Сама лента, как вы видите, вяжется достаточно просто. И напоминаю, что в уроке я даю схемку, выполненную в моей студии. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать вот такую красоту. Великолепнейшее ленточное кружево. Раппорт в высоту всего лишь 4 ряда. Это 3, 4, 5 и 6 ряд у нас повторяются. Напоминаю, что в уроке дана схемка, выполненная моей студией. И вы можете оформить такой лентой как низ изделия, так и верхнюю часть. Напоминаю, что можете, вот видите, да, за счет этих отверстий вставить ленту, поясок. То есть все зависит от вашей фантазии и желания. Очень классно и интересно смотрится. Обязательно пишите в комментариях, где вы использовали или планируете использовать эту ленту. До новых встреч, мои дорогие. Творческих вам успехов. И не забывайте ставить лайки. И большое спасибо, что вяжете вместе со мной.